Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что никогда, ни в коем случае не стоит брать из рук даже близкого человека. Почему? Дело в том, что таким образом осознанно или неосознанно подбрасывают вам болезни, забирают у вас здоровье, достаток, благополучие, воруют денежную удачу, а вы даже и не задумываетесь об этом. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и обязательно сделайте определенные выводы. Лучше отказать, чем потом сидеть, как говорится, у разбитого корыта. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите, чтобы активировать эти магические слова. Они звучат следующим образом. Я открываюсь новому изобильному времени. Истинно да будет так. Я, ваше имя, открываюсь новому изобильному времени. Истинно да будет так. Именно эти слова прошиты в этом видео, поэтому обязательно пропишите их в комментариях, желательно с вашим именем. Если вы желаете прописать несколько человек, то каждый комментарий – это отдельное имя. Это очень важно. И мы с вами, друзья, начинаем. Итак, какие же вещи, продукты, предметы ни в коем случае нельзя передавать из рук в руки? Записывайте, запоминайте. Каждая вещь, которую человек подержал в своих руках, переплетается с его энергетикой. А если вещью вы пользовались на протяжении долгого периода времени, то такая вещь полностью пропитывается энергетикой своего владельца. Поэтому перед тем, как что-то сделать со своими вещами, кому-то их отдавать, либо же дать попользоваться, нужно хорошо обдумывать эти действия, для того, чтобы потом не пришлось вам жалеть о том, что сделано, ведь в жизни из-за такого поступка могут начаться неприятности, проблемы, так как вы не только можете свои положительные энергии отдать другому человеку, но и забрать взамен неприятности, проблемы, беды, которые наполняют жизнь данного человека. Нужно вовремя не забывать избавляться от старых, рваных вещей, так как они способны притягивать негативные энергии, которые, попадая в вашу жизнь, будут наполнять ее различными проблемами. Такие также вещи, которые лежат без дела, которые вы не носите, не используете, способны перекрывать поступление любых положительных энергий в вашу жизнь. Из-за того, что энергии перестанут поступать, и получится энергетический застой, который будет притягивать только неприятности. Как только вы справитесь с одними, к сожалению, сразу будут возникать следующие, и так будет происходить по кругу. Накапливая большое количество ненужных вещей, помните об этом, вы сами себе создаете проблемы. Почему? Так как рано или поздно начнет возникать вопрос, а что с ними делать? Как правильно избавляться? Ведь если вы не будете вовремя этого делать, то никогда на смену накопившимся и старым вещам не придет ничего новое. А вот если вы будете неправильно избавляться, то неудачные моменты, к сожалению, будут преследовать вас на вашем жизненном пути. Также не стоит забывать, что в вашу жизнь никогда не придет ничего нового, пока она наполнена старыми вещами, предметами, ненужными мыслями и людьми, которые мешают вам двигаться вперед. А все делают для того, чтобы вы не сошли с привычного для вас и для них места. Поэтому изучайте правила, которые связаны с вещами, предметами. Старайтесь придерживаться их, ведь ваше незнание может подтолкнуть вас не только к неправильному действию, но и помешает быстро отреагировать на действия недоброжелателей, которые в данных вопросах будут более осознанны, чем вы, и с помощью ваших вещей отберут у вас то, чему они завидуют, оставив вас тем самым без светлых энергий. Так, например, многие люди, не задумываясь о последствиях, передают часто вещи, продукты питания, предметы из рук в руки, чем приносят в свою жизнь непоправимый вред. Если вы привыкли передавать деньги из рук в руки, то, пожалуйста, не удивляйтесь, что у вас происходят постоянные денежные проблемы.
так как таким действием вы свою денежную энергию отдаете своими же руками другому человеку. Поэтому, чтобы этого не происходило, нужно всегда в магазине класть деньги на специально отведенное для этого место. Если такого нет места, то просто на стол, прилавок перед продавцом. Возьмите это за правило, вы увидите, что проблемы с деньгами у вас намного уменьшатся, а со временем уйдут из вашей жизни и совсем. Также обращаем ваше внимание, очень часто бывает такая ситуация, что вы кладете денежку за товар на стол, да, или в так называемую подставку, а вам кассир отдает деньги вам в руки. Объясните ему, что вы возьмете деньги только со стола, только с прилавка, и пусть он это сделает, как бы он этого не хотел, потому что кассиры, те, которые разбираются в денежных энергиях, поверьте, кассиры бывают разные, они тем самым вам передадут свои проблемы, и вы должны понимать, что, представьте, вам передали, немножко другому передали, потому что, когда человек передает вам в руки, он может в этот момент говорить определенные слова, и это буквально 2-3 слова, которые вы даже не услышите своими ушками, а возьмете эти деньги, и куда вы положите эту сдачу? Вы будете класть в свой кошелек, и кошелек это все будет распространять, потому что вы принесете, положите в сумку, принесете домой, и это начнет распространяться. Возможно, за один раз вы не увидите никаких изменений, но если это будет происходить постоянно, а у многих людей это происходит постоянно, они делают вот такую вот грубейшую ошибку, то знайте о том, что, к сожалению, вы тем самым привлекаете к себе безденежье. Если вы работаете кассиром, очень часто люди работают в торговле, и многие говорят, а что я таким образом передаю какие-то свои проблемы или что-либо? Вы должны понимать, что вы работаете на работе, вас наняли, но это не значит, что вы не должны выполнять эти правила. Научитесь просить ваших всех клиентов положить на стол деньги, вы берете своими руками, считаете и так далее. И то же самое, когда вы даете человеку сдачу. Это очень важное правило. Обратите внимание, недаром в крупных супермаркетах всегда есть подставка, такая вот тарелочка. И еще, если вы обращали внимание, на некоторых тарелочек внутри даже написаны определенные слова. И это все, девочки, мальчики, неспроста. Многие просто игнорируют, думают, что ну это так, чтобы было. Это все не просто так. Энергия, она всегда работает. Хотите вы этого или нет. И умные люди, они об этом знают. Даже хозяева своих супермаркетов, есть определенные правила, которых они придерживаются. И вы даже будете удивлены, когда вы начнете общаться с хозяином гипермаркета, общаться с человеком, который находится в бизнесе, он вам поведает очень много таких интересных моментов, которых вы точно не знали. Также, если у вас просят одолжить деньги, вы никогда не давайте их из рук в руки. Для этого кладите обязательно левой рукой на какую-то поверхность, желательно на деревянную, но если рядом нет таких предметов, тогда воспользуйтесь своей сумкой, газетой или еще чем-то, но человек должен сам эти деньги взять, но главное не из ваших рук, иначе вам этот долг будут отдавать на протяжении достаточно долгого периода времени. А ко всему у данного человека еще и уйдут проблемы с деньгами, а они у вас наоборот появятся. Когда будете одалживать деньги кому-то, в этот момент про себя скажите такие слова: деньги я одалживаю, денежную энергию свою не отпускаю, ее при себе оставляю. Так вы и энергию сохраните, и деньги быстро к вам вернутся. Вне зависимости, кому бы вы одалживали деньги: своей родной сестре, своим близким, родным, брату, подруге, соседке, всегда так делайте. Ничего в этом страшного и кошмарного нет. Помните об этом правиле. Если вы берете кредит или же одалживаете у кого-то деньги, выставляете в этот период правую ногу вперед и скажите такие слова: проблемы с деньгами от меня уйдут, денежная энергия жизнь мою посетит и ее со временем наполнит. Это поможет вам не только быстро рассчитаться с долгами, но и притянуть денежную энергию в свою жизнь. Когда вам дают деньги в руки, не рискуйте. Данный человек
это может делать с плохими помыслами, а также с сильным сожалением, что он с ними расстается, взяв их из рук в руки. Вы все это сознательно подбираете в свою жизнь, чем притягиваете проблемы такого характера, а когда их кладут на поверхность, она принимает на себя негатив, а вы уже их берете без этого. И также запомните правило: когда вы берете деньги чужие, а когда вы отдаете кому-то деньги, вы отдаете деньги свои. И помните об этом правиле, задумайтесь. Если вы передаете человеку из рук в руки свои старые вещи, с ними вы отдаете ему энергии, которые вас окружают, а также эмоции, которые эти вещи у вас вызывали. Поэтому нужно также класть пакет или сумку на пол, а человек пусть сам поднимает. В этот момент проговаривайте такие слова: энергии мои у меня, с этими вещами всю связь разорвала, другому владельцу их передала. Пусть человеку новые положительные эмоции принесут, а мои при мне оставят. Так вы сохраните все, что у вас есть положительная. Энергетика этих вещей обнулится, и они притянут к себе новую энергетику другого человека. Также никогда не давайте свои украшения, даже если вы хотите кому-то их подарить, либо же вам преподносят такой подарок, пусть даже с добрыми намерениями. Не стоит ни вам отдавать свою энергетику, ни брать чужую. Поэтому, если вы отдаете, подержите украшение под проточной водой, а затем заверните в белую салфетку. То же самое попросите сделать и того, кто вам готовится отдать свое украшение. Таким образом, его энергетика сразу обнулится, а когда вы или тот, кому вы будете дарить свое украшение, возьмет его в руки, оно подберет энергетику нового владельца сразу же. Нельзя из рук в руки передавать соль. Ее вообще не стоит никому одалживать. Запомните это. Так как соль впитывает энергии, которые наполняют ваш дом. А когда вы кому-то ее одалживаете, значит, вы готовы отдать их данному человеку, а взамен забрать его. Хорошо, если у такого человека в жизни все хорошо, нет проблем, неприятностей. А вот если не все гладко, а вы все это к себе заберете, чем сделаете вашу ранее спокойную жизнь, наполненную различными проблемами и даже бедами. Такой просьбе отказывайте, но если нет такой возможности, то всегда берите белую монету любого номинала взамен. Так вы уже продадите соль и этим самым разорвете вашу связь. Соль при передаче кладите на стол, а данный человек пусть сам ее возьмет своими руками. Не стоит передавать соль за столом. Просто подвиньте ее тому, кто просит, не поднимая в руки. Помните об этом. Далее, такие предметы, девочки и мальчики, как ножи, вилки, не стоит передавать из рук в руки, так как таким действием вы через острие предмета переплетаете с данным человеком ваши энергии, что не всегда хорошо и может мешать вам, ослабляя биополе. А еще такая привычка приводит к ссорам и конфликтам, которые могут перерастать даже в разрыв отношений или же в конфликт, для решения которого понадобится снова-таки много времени и энергетических сил. Поэтому, если у вас что-то попросили из таких предметов, кладите это человеку на стол. Так вы обезопасите и себя, и его от ненужных ситуаций. Также запомните раз и навсегда, не стоит брать лук из рук в руки. Так вы притягиваете в свою жизнь слезы, неприятности, которые происходят у того, кто вам его дает на данном жизненном этапе. Его всегда нужно класть на стол и со стола брать. То же самое касается и хлеба. Когда вы передаете хлеб из рук в руки, вы данному человеку отдаете свое благополучие, что в результате притянет к вам негативные энергии, которые перекроют поступление положительных энергий, и у вас начнутся непредвиденные ситуации во всех сферах вашей жизни. Одно будет тянуть следом сразу же другое. Через время это все вас приведет к депрессии. С хлебом вообще нужно быть осторожными и знать, кому вы его даете, чтобы у данного человека на уме, и вы никогда ни при каких обстоятельствах не узнаете. А отдавая еще и последний кусок хлеба, вы тем самым привлечете безденежье, и это придет в ваш дом, в вашу жизнь. Избавиться от этого будет очень непросто.
Поэтому помните об этом правиле. Последний кусок хлеба никогда из дома не отдавайте. Есть такие люди, которые специально, особенно те, кто живут в коммунальных вот квартирах, да, в общежитиях, они даже специально подбирают момент, когда у вас остается, ну там буквально, да, вы себе оставили на завтрак хлебушек, да, чтобы сделать бутербродик, можно, слушай, вот тебя одолжить, но вот я тебе прямо завтра утром горячий принесу. Ни в коем случае не соглашайтесь на это, потому что, к сожалению, это приведет к безденежью, к постоянным проблемам с деньгами. Вы помните о том, что вы передаете из своих рук кому-то свою энергию. У вас, представьте себе, все стабилизировалось, у вас хорошая работа появилась, высокооплачиваемая, у вас в личной жизни все наполняется изобилием, радостью, удовольствием, да, и тут раз ни с того ни с сего, раз и происходит какое-то событие. Вы не можете понять, а что произошло, а всего лишь вы кому-то что-то передали из рук в руки. Вообще научитесь как можно меньше передавать из рук в руки, без разницы что. Положите на стол, на тумбочку, нет, рядом возьмите ту же газету, вашу сумку. Вот просто возьмите, поднимите вашу сумку женскую и положите то, что другой человек хочет взять. То же самое касается любых документов. Вы работаете в компании и работаете с документами. Не нужно передавать из рук в руки. Положите на стол человеку или пусть он у вас возьмет со стола, но никогда не из рук в руки, потому что вы тем самым можете передать свою удачу. А что в конечном итоге закончится? Человек пойдет дальше по карьерной лестнице, а вы так все и останетесь всю жизнь. Вас даже начальник или хозяин компании может не замечать. Возможно, вы замечали такое, что есть люди гиперактивные, они все умеют делать, все пишут, договариваются, а их хозяин не видит, просто-навсего поднимает должности других людей, дает премии, зарплаты, а у этих, наоборот, таких людей постоянно какие-то проблемы и еще и на штрафы попадают. Поэтому, пожалуйста, вы сами себе творец, вы создатель, не стоит постоянно кому-то помогать. Очень часто вы пишете в комментариях, вот я помогала своей родной сестре, в конечном итоге у родной сестры сегодня и семья есть, и то, а у меня ничего, я нахожусь у разбитого корыта. А вы своими руками это сделали, девочки и мальчики, научитесь поменьше кому что-либо рассказывать, передавать, давать, одалживать. Очень часто бывает так, что вы одалживаете деньги на работе постоянно, вроде как какие-то мелочные суммы, там, на проезд или на купить булочку в кафешке и так далее. Но вы должны понимать и то, что вас постоянно просят долг. И именно у вас, не у кого-то другого, а другие отказываются. И это все энергии. Вы должны понимать, когда вы поймете, прочувствуете, что это в первую очередь энергия, любая ваша вещь, и вы поймете, насколько это для вас важно. Друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии пропишите «Я открываюсь новому изобильному времени, истинно да будет так». Не забудьте прописать и ваше имя. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!